Всем привет! Сегодня заменим тачскрин на панели Siemens. Для этого разберем ее, отклеим старый тачскрин и поменяем на новый. И соберем назад. Поехали! Вот так выглядит панель. На ней отлично пользовались ключами и железными предметами. После чего выглядит она вот так. И естественно плохо работает. Модель панели Siemens MP277 10 дюймов. Продемонстрирую, как она сейчас работает в местах, где расположены часто используемые кнопки. Уже тачскрин не реагирует, например, сбросить активные ошибки уже невозможно. Поэтому работать на ней уже нереально. Она была снята и были приобретены на AliExpress тачскрин и защитное стекло. Ссылки в описании под видео. Приступим к разборке. Откручиваем на задней крышке все винты по ободу. Звездочкой Т10. Пробуем разъединить, но нет, тут держит еще шлейф тачскрина. Положим назад и снимем крышку материнской платы. Находим здесь шлейф тачскрина и отключаем его. Предварительно открыв разъем, а не так, как сделал я. Далее поднимаем материнскую плату и разъединяем две части. По отдельности они выглядят вот так. Далее в первую очередь проверяем работоспособность нового тачскрина. Подключаем его. Подсоединяем питание и включаем панель. После включения проверяем работоспособность всех зон нового тачскрина. Отлично, все работает. Можно приступать к отклеиванию старого стекла и тачскрина. Берем фен, температура около 180 градусов и греем. Снимаем защитное стекло. Приклеено оно, конечно, очень хорошо. Спустя некоторое время все же его отклеили. Это просто пленка. Далее приступаем к снятию самого тачскрина. Для этого возьмем изопропиловый спирт и прольем все швы, чтобы клей немного размяк. И опять прогреваем при такой же температуре и пробуем снимать. Снимается довольно-таки тяжело, поэтому вместе с прогревом пользуемся и спиртом. И по кругу постепенно режем клей под тачскрином. Отлично, отклеили. Теперь надо убрать весь старый клей. Пробовал я его оттереть. Ни спиртом, ни скребком не поддается. Окей, воспользуемся таким вот средством. Берем спрей для снятия этикеток, наносим его, даем впитаться и после чего очищаем весь клей. В итоге вот так выглядит очищенная панель. А вот весь клей. Приступим к установке нового тачскрина. Снимаем двухсторонний скотч по ободу. Продеваем шлейф тачскрина и аккуратно устанавливаем на место. Со всех сторон хорошо прижимаем, чтобы клей хорошо взялся. Также нанесу еще в края немного клея B7000, так будет надежней. Хотя если двухсторонний скотч такой же, как и заводской, то вряд ли тач когда-либо отклеится. Поставим материнскую плату назад. Подключим шлейф тачскрина и еще раз проверим перед окончательной сборкой. Ставим все крышки назад, наживляем винты, подключаем питание и еще раз проверяем. Все работает отлично, поэтому завершающий этап — наклеим защитное стекло. Снимаем все транспортировочные пленки, тачскрина и защитного стекла
Убираем двухсторонний скотч. Далее аккуратно приставляем два угла. Стараемся сделать это максимально аккуратно и ровно, так как диагональ большая и возможен в конце перекос по углам. А потом, чтобы поправить, вы его не отклеите. Установили и прижимаем во всех местах. Замена тачскрина прошла успешно. Понравилось видео? Ставь лайк. А также не забывай смотреть другие мои видео и кликай на кружок в центре экрана и подписывайся на канал Art Build Channel.